Всем доброе ташкентское утро. Сегодня у нас необычный день. Необычные люди. Салам алейкум. Необычные экскурсии. Да, вообще необычные. В потусторонний мир, можно сказать. Это тебе вдруг так захотелось посмотреть? Ну, мне всегда нравится смотреть на живых и мертвых. Ну, давай посмотрим. И сегодня должен быть плов еще какой-то местный. Без плова никуда. И вот еще Тесла есть такая вишневая. Я в них не разбираюсь в моделях, но это Тесла точно. Ее птицу видно по полету. Зур ТВ. Не Зур, Зор. Зор. Как? Это что, хорошее Зор ТВ? Хорошее телевидение? Это хорошее телевидение узбекское вообще. Такое там. Когда всякие шоу, моу проходит. второй год я здесь жил, они меня приглашали на какую-то передачу, а я не поехал. А что? Да, фиг его Ты знает. стеснялся, что ли? Ну да, мне непривычно такой Ты же у формат. нас же парень стеснительный. Ты же у нас все стесняешься. Стесняшка, Денчик. Приехали на кладбище. Вот здесь раньше цветы покупали. А идти нам нужно будет вот туда. Ну что приехали? Ты сказал, что здесь интересно. Я сказал, что здесь интересно. Ну, в общем, есть интересные могилы, интересные люди. Сама атмосфера такая аутентичная. Здесь наш Пахтакор похоронен, разбился который. Это футбольная команда. Да. Они вместе все? Да. Все. Они летели. А где разбились? Ну, они летели. То ли, я сейчас не буду точно, я сейчас потому что я неправильную информацию скажу. Разные, короче, легенды ходят. Говорят, что они летели, и самолет Брежнева, что ли, летел. И чтобы катастрофа не случилась, говорят, их сбили вообще. Так говорят, легенда это такая, понял. Что они не просто так разбились. Эта команда была очень серьезная в СССР. Вообще очень серьезная. 17 человек. Тренер. Ты не знаешь, что они были? Нет. Такие серьезные памятники. Да здесь у них у всех серьезные памятники. Здесь вся аллея. Это тут как будто ты попал на аллею звезд. Вообще, видишь, 69-х годов. Здесь вообще там дальше зайдешь. Ну смотри, он тоже памятники. Какой-то военный вообще. Это здесь, скорее всего, вся семья. '54-й, 2006-й. Ну, скорее всего, какой-то военный. Очень много армян было, очень много. В Узбекистане. Ну, это какой-то семейный склеп, да, получается? Да, семейный, конечно. Видно, серьезные люди. Это фамилия армянская? Нет, видишь, футболист тоже был. Мастер спорта СССР, вратарь молодежной сборной СССР. Вот, вратарь, тренер футбольного клуба Пахтакор. Ну да, армянин у нас был. Не, ну они... Вот пока идем, они очень сильно выделяются среди остальных. Эти могилы прям такие серьезные. Кратная олимпийская чемпионка по волейболу. Ну да, здесь, наверное, тоже футболист. Потому что мяч. Мы с тобой сейчас зайдем, вообще самые старинные, которые вообще очень старинные. Генерал-лейтенант Махмудов Владимир Насырович. Серьезный дядька был. Фамильный склеп Гориздро. Это армянская или грузинская? Не знаю. Вот написано Фиак. Гориздро, феоктист Иакимович, Татьяна Николаевна Александровна, Лидия, Мария, Вялова, Степан Ефимович. Александровы,
Александровы. Представляешь, 902 года здесь вот. Ну, сюда, наверное, никто не ходит или ходит? Не, ну не знаю. Может, уже их вообще никого нету даже. 902 год. 879. 845. Представляешь, какая? Это год рождения. Сын Андрей Икс не похоронен в склепе. Их дети. Не, ну серьезный склеп. Да? Прям вся родословная здесь. Необычно, конечно, такое видеть здесь. Надо посмотреть, кто это вообще. Кто эти люди? 1856 год. Представляешь? 56-го года. Еврей, значок еврейский. А, звезда Давида? Да. Манунцевы. Асатуров, Роберт. Семья Асатуров, видишь, тоже они были Военные? военные. Вот кому тоже походу такой был, серьезный. Дядька? Чуть знакомое лицо, не могу я что-то. Самое что интересное, они были вот очень много армян, были вот эти вот служащие, видишь, вот. Госслужащие? Силовики, да? Ну, не только силовики, инженеры были. Все были. Смотри, как интересно это гравировку сделали. Как будто это такое. Цветная. Ну да, цветная, как мультяшная какая. Ну прикольно. Ничего себе. Да, серьезно. Бабаян, Славик. Все, я знаю, что интересно. Мне такое буду рассказывать. Серьезно? Тоже армянская, да? Да. А вот здесь уже вот эти похоронены, которые здесь, они сами, кажется, были, ну, это как вот ведут, которые вот эти все молитвы, вот это все. Здесь отпевание проходит, вот здесь. Вот прямо здание. Угу. Там отпевается. Вообще Чапаев они. Какие-то казаки вообще, да? Угу. Смотри, Колумпар Вячеслав. Да. Николай Титович. В 1974 году я родился, а он умер. Здесь тоже семья целая. Начальник артиллерии Туркестанского военного округа генерал-лейтенант Павел Евстафьевич Горковенко. 893 год. Вот еще вот такие, как будто... Какой год? 893 год. Как будто ты попал на Староверское кладбище. У них вот такое вот. Вот у них, вот там еще кресты, смотри. Здесь просто, знаешь, такие захоронения есть, что вообще это до революции. А до революции же здесь много русских вообще было. Здесь такие захоронения, которые вообще очень, очень старинные. И здесь и казаки были, и кого только не было. Это очень старинное кладбище. Оно, можно сказать, оно самое старое. Раньше это окраина города была, Ташкента, а сейчас центр получается города. А раньше окраина была. Все кладбища раньше же на окраине были. И сейчас, вот видишь, как разросся Ташкент с тех времен. Наполеон Михайлович. Имя интересное какое. Герой был тоже на Советском Союзе. 26-го года. Ну, вот серьезный дяхом был. Дядя Валера. Ипподром, он хозяин ипподрома был. В общем, кто знает, тот знает, кто это был. Да. И что стало. Да, почему труженик, идеалист? Мы уже видишь, вот уже заброшенные. Уже никто не смотрит. Здесь очень много заброшенных могил. Потому что люди уехали, уже не осталось этого рода вообще просто здесь. Ну, видишь, сюда тоже уже давно никто не приходил. Посмотри, скамейки все такие, Да, покрашены. очень плотно. Здесь вот прям плотно-плотно.
в этом месте. Я боюсь сказать, сколько людей. Здесь вот в этой части в основном русские и армяне, я вижу. Но оно же такое же христианское кладбище. 50 на 50 армянских фамилий здесь встречается. Никогда не подумал, что столько их было в Узбекистане очень много. В Узбекистане. Хотел бы обратить внимание вот на вот эту вот могилку. 35-й год. Через 10 лет Анатолий Николаевич застал войну. Родился. Ну, в 10 лет, да, получается, 45-м. Поэтому, а может быть, как-то и связан. В 44-м 100% войну, на войне умер. Ну да, прям в начале, в самом похоже. Не, почему? В 44-м году. Участник гражданской Великой Отечественной войны, полковник гвардии Галимов Ашраф Хакимович, 910-74. Здесь прям очень плотно. Ну да, у нас в 39-м все началось, в 45-м все закончилось. Неужели здесь тоже вот эти? Да, это эти всякие делают. Как его? Да, вот монетки, ноги куриные, перья, птицы, иглы, вот там вот все такое вот, ключи, замки. Вот здесь вот что-то вот делают такое вот непонятное. Люди для чего-то. Короче, я сам в Ташкенте сколько живу, да? Клянусь, я вот это первый раз вижу, отвечаю. Нам сейчас просто... А вот смотри, вот этот фон, вот смотри фон. Да. Ветка дерева Да. склонилась, и вот как будто ты, если убрать вот эти дома и, вот, и не приближать фамилии, имена, как будто где-то за границей находишься. Ну, нам сказали, это заброшенное еврейское кладбище. Евреи же в свое время давно уехали, в 80-х годах они уехали. Звезда Давида, я смотрю. Все уехали они. И вот это вот все вот евреи здесь лежат. Это нам сейчас подсказали здесь на кладбище. А я сам вот сколько лет живу здесь, первый раз вообще. Идем посмотрим, так интересно. Ну здесь же ходить можно, без проблем. Ну да, вот смотрите, звезда Давида. Везде. Ну, очень странно, если честно, потому что обычно евреи же, они ухаживают сильно, хорошо. Но они все уехали, все в Израиле. Сюда обратно не приезжают. Что в Израиле, что в Америке. Да. Уже все, за ними вообще, видишь, вообще никто не ухаживает. Ни одной могилки нет ухоженной, смотри. Я вот честно в афиге вообще, честно, клянусь. Я столько лет живу и даже об этом не слышал. Внутри все евреи, Моня, Меня. Ну вот эти родня же знают, что они здесь. Ну здесь, смотри, 41-е года, братан. Здесь вообще, это в 40-х, представляешь, их хоронили. Гурович. А здесь, смотри, видно, пытались металл, что ли, вытащить, да? Вот этот цветмет. Да? Цветмет, наверное, пытались выдернуть. Да, фиг его знает. Сколько покоится здесь братьев евреев, посмотрите. Я отвечаю, я честно в шоке. Я даже не знал, что такое здесь есть. Вот это, когда хоронят же, место выдают же. И вот у меня 41 год, мы сейчас попали на могилки, где все 41 года. Здесь, наверное, да. А у них, наверное, по годам хоронили? Нет, вот здесь, вот смотри, 41 год, да? И вот кладбище, земля. И 41 год все хранили рядышком. И сейчас так же тоже делают. Если новую землю дают, там уже карта будет такая, например, передали в 2025. Там будет карта уже все захоронены в 25 году. Здесь видишь, все 41 годов. Здесь все 41 год. Вид сверху. Между прочим, самое охраняемое посольство на данный момент — это посольство Израиля в Узбекистане. Вот его сразу видно, потому что там прям
Много сотрудников полиции стоит всегда. Ну, все прекрасно понимают, почему. Поэтому самое охраняемое. Каграманян Нарик Мамиконович. Вор в законе же, который. Да? Да. Серьезно? Да, да. А вот могилка нашего ташкентского в советское время вора в законе Нарика. Вот смотри, там что-то с баскетбольным мячом связано. Наверное, какой-то тренер был. Баратов Юрий Бабкенович. Ну, здесь тоже вот такая. Ну, сразу видно. Валерий Личко. Трагически погиб на киносъемке узбек-фильма. Я тебе говорю, вот, армяне молодцы. Очень много были таких вот знаменитых личностей. Летчик-испытатель. Быльбас Василий Андреевич. Тоже кто-то серьезный. Папа родился в 47-м. Все, выходим из этого кладбища. Ну, сразу по могиле понятно, кто это. Степан Григорьевич Карипанов. Заслуженный тренер детской СССР в 68 году. Смотрите, да, как символично все это выглядит. Я вообще первый раз такой вижу. У нас их называют вяхер, дикий голубь. У нас их стреляют и едят. Ну, не все, но я знаю точно. Такой красивый. Получается, справа мы сейчас были, вот кладбище, вот стена кладбища, вот она справа. Да. А это слева коммунистическая, что ли она называется? Что мы проехали ворота, что ли? Вот сразу заходишь, такая вот стела. Кладбище коммунистическое, потому что хоронили коммунистов раньше. Сейчас нам покажут кладбище, могилку дочки Есенина. На том, на Боткине, на самом, там много знаменитых людей, команд были, да? Там, да, По-моему, она, да, Татьяна Сергеевна. Он же ведь отсюда, из Узбекистана. Да. По-моему, если не ошибаюсь, то в Самарканде он родился, то что-то типа того. Есенин, оказывается, с Узбекистана. Вот дочка его шла. Подойди туда нормально с ним. Да много всех, и артистов, и этих, которые отсюда. 92-й год. Или, стой, подожди. 92-й год. Да, в 92-м году. Ну, это памятник недавно сделали. Здесь был старый памятник с таким этим портретом. Это уже недавно переделали. Ну смотри, это какой год? 81-й? Да, не, ну он родился 23-го. Нет, 20, я имею в виду уже... Это Георгиевская лента? Да. То есть уже в то время он был на памятник. Вряд ли басмачи он был, потому что 23-й год он только родился. Басмачи били в 17-м. Ну прям у меня дед 4 или 5 языков знал. Хотя он тоже сейчас посмотрит. А вы сейчас у него братцы пришли? Ну да. Там вообще какой-то чувак на могиле просто лежит. Он убирается, у них там даже табличка. А не, он в 893-м родился. Это ваш дед? Да. Это мамин отец, а это мама. Сколько лет уже прошло? Раньше все вот такие вот были, из мраморной крошки. Я даже еще не родился в 71 году. Памятники из мраморной крошки были. А вот такие, да, были? Да. До сих пор даже вот этот Чимган-магазин, перекресток, большая кольцевая дорога, там мусульманское кладбище, и там вот таких памятников целая куча. Вот. Оно тоже еще старое. Это братская, да, могила? Да. Здесь идемте, еще одного покажу. Местный бандит, похороненный, очень тоже знаменитый. Конечно, не военный. Вот. Я помню, на ворах законе были, у Нарика. Когда ходили, так выходили, Вот. Да, он и спортсмен был, и такой, короче, бандюган. У него целая своя бригада в 90-х была. Вот, да. И раньше нет был, такой был Марат, и его бригаду марокканцы называли. Марокканцев мы знаем. Басист Игорь, бас. Да, да. А, это Баш, Игорь? Да.
А, ну да, это вообще, Так он короче. на себя не похож, здесь какую-то фотографию ему сделали, не он. Это сын его, получается. Да, Баса сын, да. Или младший и старший, у него еще один есть. Тот нормальный, тот врачом работает. Инженер-ирригатор, доцент, директор ТИИ МСХ. 2 января 1945 года трагически погиб при исполнении служебных обязанностей полковник Арсеньев Сергей Яковлевич. Тоже какой-то семейный склеп. От родных и коллектива Ташкентского авиационного завода. Братья евреи, видишь, Шахран Арон Ильич, член КПСС с 1919 года. Подошли сейчас к ребятам, они там ужинают, обедают вернее. И сказали нам вот так Митрофанов. вот: Митрофанов Владимир Сергеевич. Это кто? Это пловец знаменитый. Узбекский. Да, в его даже этот, у нас даже в его честь есть бассейн имени Митрофанова, короче. Вот тоже кто-то серьезный. Ренглик. Ренглих Моисей Борисович. Пишет так, ну это стихи. Чтобы вы понимали, мы сейчас вообще на другом кладбище. От Боткина мы напротив. Вот заслуженный врач УЗ СССР. Генерал-майор. Навруз, скажи, интересно, вот по таким местам погулять. Да. Пусть это не стандартно, не форматно, но... Это, да, не стандартный, ну зато интересно. И здесь тихо, здесь вот спокойствие какое-то, да? И после кладбища мне вообще смерти не боюсь. Когда с кладбища выходишь, ничего не бояться. Музафаров Хамза Бекирович. Бекирович. Тоже кто-то. Когда-то здесь будем. Вот тоже такой был, блин. Филомянский Всеволод Александрович. Звезда такая у него. Угу. Шляпин Геннадий Фадеевич. 100% войны прошел. 12-й год, 40 ну да, 100% прошел. Герой Советского Союза полковник. 100% войны прошел. Заслуженный врач. Ну да, вот я же говорю, что-то с медициной связано, его сразу. Завадская Мария. Офигеть, такую фамилию нашли. Вот. Да, да, ну. Дом 2 был же. Какого еще смотри, как писали, да? Ага. Смотри, какой такой старый. Да. Гринжиновский. Незабвенному от жены и сына. Какой-то старославянский вот язык. Случайно не девочка? Не знаю. Могилы здесь такие. 61 год, 910 год. Овечкин Валентин Владимирович, писатель. Какой? 22-й? 68 году. 68. Стой, какой 22-й? 904-й? Он 904-го? Да, 1068. 64 года было. Тоже Лидия Константиновна Горенштейн. Скорее всего, врач, потому что змейка. А сейчас мы теперь поедем, мы были на христианском кладбище, а сейчас мы еще проедем, и обязательно надо на мусульманское кладбище. Это возле С5, которая? Да, это вот, где это, Малика есть, где вот, технику продают. Минор называется это кладбище. Мы на месте. Как это называется кладбище? Минор. 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 Ну, первое, что бросается в глаза, это чистота. Все вылизано. Смотрите, какие холмики маленькие. Это, наверное, детские были, да? Не, холмик это наши маршруты делают. Вот здесь похоронен человек, это специально с глины вот так вот делают, Ага. чтобы не расходилась могилка. Сейчас же этот был, недавно же Курбан-Хаид был. Это? И на Курбан-Хаид приходили, здесь полностью все порядок приводили, люди приходят, ухаживают. Буквально на днях же был. Ну, так как это мусульманское кладбище, пока что нету таких четких выделений. То есть, чтобы вот прям вот
Вау, и сразу подойти на... Не, То есть- вау здесь есть, по-любому. Вау, сейчас увидишь дальше. Милиция, генерал-майор Абдуллаев Тилла. Вот. Сотрудник. Здесь у нас шанс, они Боря похоронен. Потом вот это на Каграмяна, на Нарика были же мы, этот, на могиле вора в законе. Здесь телохранители очень похоронены. Это я тебе могу сказать из блатного мира. Здесь все, вот, здесь люди все будут, и блатные, и, ну короче, И не блатные. блатные. Наверное, кто-то... Писатель какой-то, наверное, да? Гулемджон Ахмаджонов. Здесь мой очень тоже близкий товарищ похоронен. Вот он сейчас рядом, зайдем к нему тоже на минутку. Будет похоронен. Друг мой близкий, Надырчик. Такой пацан был вообще красавчик. Надырчик, салам алейкум. Как ты, дорогой, нормально все? Очень хороший пацан был. Да? Очень много сосен. Но видно, что здесь подметает, потому что все это дело сыпется каждый день. Вот каждый день нужно все выметать. Не, что здесь очень сильно ухаживают. Вообще мусульманские кладбища, они все чистые. Ну, я вот сколько по странам катаюсь, не везде так. Например, очень сильно поражает своим помпезностью это вот казахские кладбища. Ты видел какие? Там прям дома целые из кирпича. Склепы делают. Ну, склепы Да, огромные да, такие. склепы, ага. То есть очень сильно бросается в глаза. Потом интересные кладбища, тоже мусульманские. Ну, есть вот где просто холмики, где просто там скромно, где-то с фамилией, где-то без лица, Вообще, где-то с ну, лицом. вообще, вот говорят, вот такое поверь, по мусульманским обычным, вообще, когда хоронят, просто вот фамилия, имя и все. Ну, фотографию, ну, говорят, нельзя. Ну да, лик не должен быть. Лик. Все хоронят, все по-разному. Поэтому в это лес вообще не надо. Вот кто-то, да, вот серьезный. Поэтому. Кудрат Иргашев, генерал-лейтенант ВС. Какой год? 84-й. Это, скорее всего, художник, мне так кажется. Кязим Ибраимович Иминов. Художник. Я думаю. Много очень генерал-лейтенантов. Ян Борисов, Рафик Губаевич. Тоже кто-то. Дядька. Я Узбеков, не смотри. Горбунова. Ян Борисова, Лютия Узбекова. Блин, такие названия прям интересные. Это вот шансонье узбекский, да? Да, Боря Пастахунов, да, знаменитый наш певец. До сих пор, по сей день слушаю ему очень песни. Ну, вот кто знает его. Ну, об этом даже говорить не надо. Это семья знаменитого нашего Алишер Усманова. узбекского, да. Алишера Усманова. Ну, эти могилы точно выделяются сразу. То есть каждый день живые цветы приносят. Каждый день. Так они и растут еще здесь, смотри. Да, они растут. Вот. Гладиолус, да, как? Или это лилия? Лилия, наверное, родители будут гладиолусы, потому что родители очень гладиолусы делают. Мама. Здесь маме каждый день приносит свежий букет гладиолусов. И за этими могилами тщательный уход, очень тщательный. То есть много там всяких интересных вещей рассказывает. То есть если специально закрепленный человек, может быть, это он и есть. Вот видите, все блестит, просто все блестит. Здесь, по-моему, даже пыли нету. Нет, здесь каждый день, каждый день смотришь. Это, я так понимаю, вся генеалогическая ветви. Вот родители. Алишер Усманов. Вот это папа. Это папа, мама. Значит, говорю, вот каждый день свежий букет гладиолусов. Тут все вылезано, я вижу. Я чище не видел могил, честно скажу. Он красавчик вообще. Ну, Он помогает здесь. Очень сильно. ладно, не будем смущать пацана. Он убирается здесь. Я даже, знаешь, что почувствовал, Навруз?
Там уборка идет с этим, с Специальными спецсредством, так какой-то прям пахнет хорошо. Здесь все вообще не меняется, я тебе говорю. Каждый день свежие цветы. Вот он вообще красавчик, базара нет. Вот тоже чистенько очень. Здесь мои родные тоже похоронены. Я уже вижу фамилию. Вот моя бабушка справа. Вот. Бабушка моя 100 лет прожила. Дедушка в 56-м году умер. У него ранение было после войны. Вот. Там дядя мой, тетя и племянница. Там племянник. Ну, это они детьми. Так в жизни получается, что тоже дети тоже умирают. Бабуленька, привет. Дядька, тетя. Земля вам будет плохо. После 3 кладбищ мы едем в Казы-Махалля. Мы еще в Малику зашли. 22 часа постояли, поболтали. Навруз встретил всех своих друзей старых. Все, теперь едем туда вниз. Здесь где-то 100 видов самсы делают одновременно. 100 или 107? 108. 108. Ну, видите, пробка, скорее всего, все за самсой. Да. Ну, здесь все забито, сейчас время обеденное. Здесь просто пробыня из аура. Придется нам в другое место ехать. Опять что-то повышенная концентрация. Гулюга, конечно. Тебе нравится? Тебе нравится? Попробуем? Вот так выглядит кухня. Здесь чисто, реально чисто. Я здесь 1000 раз проезжал. Первый раз вижу. Салат. Оказывается, здесь очень много места, и здесь и корейское, и какой только... Вот я сейчас видел куксинское. То есть корейская кухня присутствует. Дорогие Дениса подписчики, вы извините, что я в Типоне. Будете писать, там за столом нельзя в кепке сидеть. Просто он меня обрел, вот я лысый стал, поэтому я в Типоне сижу. Не обессудьте, ладно меня, пожалуйста, не критикуйте. Сейчас мы покушаем хороший самсу, хороший плов. И можно по одну пачку шашлык. Знаешь, что я заметил? Здесь очень чисто на кухне. Да, мне понравилось, очень чисто. Их несколько точек этих, нумдал. Эти самсу делают около 7 видов. А вот смотри, сколько видов самсу? Вот. 6 видов самсу. 6 я вижу. Здесь овощная вкусная. С мясом, с сыром, толук, сыр и курица, картошка, зеленая и опять с мясом. Но это форма разная. Нет, смотри, вот это зеленая. Кукатли? Да, она вообще офигенная. Она с мясом тоже и с зеленью. Там помидоры, зелень вкусные. Шашлыки здесь тоже очень красивые на входе, показались мне. Вот такую нам самсушку принесли. Non kerak. Non не kerak. Братишка, бяхтиген. И она ikkita go'shtli shashlik и yarimta non. Ikkita go'shtli solsa yarimta. Yo'q, shashlik. Ikkita shashlik, go'sht shashlik. Bo'ldi. Jazmi? Jaz, ikkita jaz. Yarimta non. Нож на вид четкий, да? Рис не давай. Нормально? Я уже пробовал, а? Не, вкусный. Мне показалось, что рис чуть-чуть не дошел. Как? Или нам дали прям вот, только открыли, наверное. Блин, если честно, мы очень много заказали. Мы голодные были. Мы взяли 4 самсы, 2 плова, еще 2 палочки шашлыка. Плов, наверное, до конца не едим. Самсу, наверное, по одной заберем с собой. Я думаю, все. Думаешь? Плов вкусный. Реально вкусно. После того похождения, какое сейчас у нас было, мы все съедим, да?
Плов зачетный. Нашагали мы все до шагов. Хорошо, да? Да. Мы вчера кушали на Кадышево самсу, сейчас попробуем здесь самсу. Мне кажется, он тоже сочный. Нормально? Почему так самсу любим, не знаю. Мне кажется, ее все любят. А? Мне кажется, ее все любят. Плов уничтожен. Я не могу. Самса здесь тоже вкусно. Самое что интересно, вот ты плов покушал, наелся, уже неохота кушать. А ложка тянет, знаешь? Вот когда ложка тянет, это вкусный плов. Такая милитаумлярка хорошая. Я понял. Не могу. Я вот шашлык съем. Плов я уничтожить не смог. Попробуем самсу. С картошкой. Ну, с картошкой, да. Без мяса, просто картошка. Да. Ну, туда в картошку добавлять, наверное, думбы чуть-чуть, чтобы она такая сочная была. Вкусно? Я вообще люблю тесто. Я могу даже вот просто все вытащить, тесто скушать. Что? Похоже на пирожок с картошкой. Не пирожок, а пирог. Да. Пироги делаете? Вот там, я не буду на него показывать, рядом сидит дядька, и у него порция в 2 раза больше, чем наша. Он один ест столько плова. Он любит плов, похоже. Двойную порцию заказал, и все. Как же он ее съест? Он крупный. Да, он сам такой немаленький. Подытожим день. Навруз открывает свой YouTube-канал. Ну, хочет чисто позабавиться, развлечься. Очень любит общаться, читать комментарии подписчиков. Будет жарить быков, слонов, китов, людей, медведей на своем канале. Анаконд. Летучее, ползучее. В общем, все, что можно, все будет жарить, пилить, варить, шашлыки делать. Если шашлычочек. Пока Ну ничего. давай, оцените, пожалуйста, сэр. Оценить? Я люблю с палочки кушать, ребята. Вот так вот. Горячий. Хороший. После вкусного обеда, чтобы у нас сейчас там все быстро растворилось, мы пьем по баночке кока-колы. Кока-кола, бля, пришлите нам лавы, пожалуйста, за рекламу. Ташкент, город BYD. Мне кажется, самое большое сосредоточение этих машин вот в Ташкенте. Я тебе сейчас одну вещь скажу, смотри, она вообще по цене нормальная. По самому качеству, блядь, вообще отличная просто. Я сам боялся всегда вот ездить на этих электричках. Я думал, ой, электричка, что будет? Ну, оказывается, мы же как-то тоже пришли же к айфонам, правильно? Раньше с кнопками ходили. То есть ты считаешь, что это лучшая машина BYD для Узбекистана? По цене, по качеству самая лучшая. Посмотри, вон они каждый, по-моему, BYD, вот спереди BYD. Вот на районе, вот, видишь, все сломали. На первых этаже были пристройки такие небольшие. Ну, чистенько было, все заграждено, все, огородики были красивые, загородки были. Может, это государство сказало сломать? Это государство сказало сломать. Вот Все, смотри, все сломали, вот смотри. Вот. И вот эта мусорка вся останется, как всегда. Ничего себе. Я первый раз вижу такое. Вот смотри, все переломали, видишь. А раньше было вот так вот, смотри, вот, видишь, как людей смотри, видишь, заграждено, красиво, аккуратно. Это все сломает, это, наверное, что-то борется за что-то. А нет, отсюда не дошли. А так вот, видишь, постройка, вот, смотри справа, вот все вот. Ну, вот, нет, справа. Ну, вот. Сломает, что? Вчерашний наш арбузик. Я надеюсь, нас не надурили. Дали нам хороший арбуз. По цвету хорош. А? По цвету хорош.
Хороший пацан? О, нормально. Он замерз, поэтому нож такой. Арбуз очень вкусный, сладкий. Холодный. Но ночью холодный. Аж зубы вот так вот, видишь? Я люблю такое, чтобы зубы так отлетали. Ногтей нет? Ой-ой-ой, как вкусно.